Я хочу пару слов буквально начать говорить о так называемом бруксизме. Бруксизм, для тех, кто не знает, это скрежет зубами по ночам. Бывает, человек скрежещет зубами, и ему об этом говорят, как правило, близкие, родные, потому что мало кто сам себя осознает во сне. Знаешь, милый, знаешь, дорогой, или знаешь, дорогая, ты, прости, пожалуйста, сходи, проверься на глистов, а то у тебя зубы скрипят, скрежещут. Человек идет, проверяется на глистов, никаких зубов, как правило, глистов, как правило, не обнаруживают у взрослого, по крайней мере, а не у ребенка. Это очень распространенное мнение, что скрежет зубами связан в первую очередь с глистами. Вместо этого обнаруживают стираемость эмали, стираемость зубов, то, что зубы крошатся. Как правило, в комплексе с этим обнаруживают повышенное давление, у кого-то обнаруживают проблемы с сердечным ритмом, и всегда данная штука сопутствует с храпом. Вот кто знает, что он храпун, поставьте плюсики. Я храплю всегда, я храплю иногда. Это для вас в первую очередь информация. Храпуны склонны к бруксизму, к скрежетанию зубами. Храпуны склонны к повышению давления во сне, к ночной гипертензии, к ночным аритмиям. И, к сожалению, из-за того, что вот это сжатие челюстей колоссальное, оно по силе, по своей, превышает вот эти полтонны, из-за чего и появляется такой неприятный звук, как будто ножом по стеклу скрежещут. К сожалению, это не просто ускоренное изнашивание зубов, это еще невысыпаемость. Вот это напряжение, оно здесь застаивается. Мы сейчас начнем говорить, как его убирать. И из-за того, что в целом организм не высыпается, обратите, пожалуйста, внимание, происходит ряд интересных явлений. Когда-то давным-давно, в начале 2000-х годов, я занимался сомнологией, это наука о сне, я успел поучиться прижизненно у основателя науки о вегетативной нервной системе и сне у нас в стране Александра Моисеевича Вейна, Царствие Небесное. И одни из исследований, которые мы проводили, показали, что храпун и человек, который скрежещет зубами во сне, а также тот, у кого происходят частые апноэ, остановки дыхания во сне и длительное апноэ, он не только имеет повышенный уровень давления, у него есть ночная аритмия, у него есть скрытые так называемые микроинсульты, у него повышенный процент попадаемости в дорожно-транспортные происшествия, и у него даже, так скажем, нехорошие жизненные тенденции. Почему? Все банально. Мозг не высыпается. Мозг не высыпается, ты чуть хуже принимаешь решения на дороге, ты чуть хуже ориентируешься в жизненном потоке. В рамках дня, если нет речи о каких-то авариях или чем-то еще, это незаметно, но на большой дистанции, на жизненной, это сказывается. Это первое. Второе, к сожалению, это сказывается еще на уровне гормонов, и в первую очередь половых гормонов. У женщин это может играть роль в снижении яркости оргазма, в болезненности месячных или климакса. У мужчины это может играть роль в снижении уровня тестостерона. Соответственно, как только мы человеку нормализуем качество его сна, как только мы убираем бруксизм, храп, все становится лучше. Секс становится лучше, давление становится лучше, жизнь становится лучше. Помимо банальных вещей, я вам начну сейчас рассказывать не банальные, а на практике мы продолжим. Обратите, пожалуйста, внимание, что то, что обычно вам предложат сомнологи для того, чтобы избавиться от храпа, некомфортно. Это специальные устройства, капы и прочее. Человеку с ними спать некомфортно. Если он не любитель ролевых игрищ, какого-то садомаза, спать, прошу прощения, в наморднике или с зубной капой, как боксер-профессионал, как-то не очень заходит. Есть связь между состоянием наших зубов
и напряжением наших челюстей, и расслабленностью нашего мозга, и нашим желудком. Грубо говоря, если человек на ночь загрузился тяжелой едой, спать он будет хуже, потому что часть крови, которая могла идти на восстановление мозга, ушла в желудок. Ну, это все знают, на ночь кушать не надо. То же самое касается алкоголя. Алкоголь разрушает половые гормоны, поэтому особенно на ночь алкоголь не надо. Ну, как бы вообще не надо. Третье. Человек храпит в положении на спине. Стоит научить его спать на животе, на боку, скорее всего, он не будет храпеть. А вот со скрежетанием челюстями все обстоит гораздо интересней. Здесь требуется умение не просто воздержаться от еды за 2-3 часа до сна. Здесь требуется умение снять глубинное психоэмоциональное напряжение. Сейчас мы с вами сделаем первый шаг к убиранию храпа и скрежетания зубами во сне. Положите ваши пальцы на то место, которое соединяет челюсти, где у нас находятся жевательные мышцы. Место стыка челюстей. И надавите, почувствуйте, насколько оно зажатое и болезненное. И чуть-чуть помассируйте себя круговыми движениями. Помассируйте, поубирайте напряжение в одну сторону, в другую сторону. Недолго, не сильно. Это базовая вещь. Пожимайте зубы на сухую, а пальцы, ну, как при жевании пищи, только с отсутствием ее, а пальцы положите себе на височные впадины. И найдите место, где при смыкании челюстей будет заполняться височная впадина. Очень нежно, очень аккуратно отмассируйте себе это место. Аккуратненько. Это вторая часть наших жевательных мышц. Мы убираем напряжение с них. Третье. Аккуратненько пальчики поставьте себе под челюсти. И аккуратно, не доводя себя до сильной боли, потому что все это крайне чувствительно, надавите большими пальчиками по комфортности. Четвертое, просто надавите ладонями себе на лицо посильнее, как бы снимая с лица слои глины. Отмассируйте его, так скажем, лоб, брови, скулы, верхнюю челюсть, нижнюю. Выдохните и почувствуйте, что пошла волна расслабления и удовольствия в мозг, в челюсти и в зубы. Такую штуку стоит делать перед сном. Это первый базовый шаг для убирания храпа и скрежетания зубами.